События вокруг переговоров США и Ирана выходят из тени, и именно в этот момент Иран официально заявляет, на встречу в Исламабаде он не соглашается. Дональд Трамп уже отдал приказ, и его доверенные переговорщики, девелопер Стив Уитков и зять Джаред Кушнер вылетают в Пакистан 25 апреля, чтобы через пакистанских посредников попытаться дожать Тегеран к новой сделке и продлению хрупкого перемирия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подчеркивая, Вашингтон делает последнюю ставку на дипломатический рывок перед истечением сроков прекращения огня. Но параллельно в этой истории появляется еще одна фигура – вице-президент Джей Ди Венс. Его участие, по данным американской прессы, рассматривается как тяжелая артиллерия. Он может вылететь в Исламабад лишь тогда, когда в Белом доме решат, что ситуация подошла к точке невозврата, и нужен политический вес уровня преемника Трампа, чтобы продавить решение за закрытыми дверями. Чтобы понять, почему эта поездка выглядит как дипломатический азарт, нужно вернуться к тому, что происходило последние дни. Axios со ссылкой на источники в администрации и среди посредников описывает схему. Сначала разнесенные по кабинетам разговоры с пакистанскими переговорщиками, затем возможная очная встреча американской и иранской делегаций. В центре этой предполагаемой встречи иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи и американская связка Уитков-Кушнер. По данным аналитического центра Critical Threats в Исламабаде уже работают технические и логистические группы США, а пакистанская сторона готовится на ходу оценивать, созрел ли момент для трехстороннего формата США, Иран и Пакистан за одним столом. И именно эта картина легла в основу сообщений о возможной дате 27 апреля, когда после серии отдельных консультаций может состояться трехсторонняя встреча. Но самое интересное в этой ситуации не сами заявления о переговорах, а то, как быстро на них реагирует Тегеран. Иранское госагентство ИРНА и аффилированное с корпусом стражей исламской революции агентство Тасним почти синхронно выдают контрсигнал. Иран не подтверждает свое участие во втором раунде переговоров в Исламабаде и заявляет, что не соглашался на такие условия. По их версии, Вашингтон нарушил первоначальные договоренности, выдвинул новые максималистские требования и продолжил давить блокадой и ограничениями в районе Ормузского пролива. В иранском нарративе это выглядит как ловушка. Американцы объявляют о мирной инициативе, не сняв ни одной из ключевых угроз, и одновременно повышают ставки в информационном поле. На этом фоне появляющаяся в российских и западных источниках траектория самого Аракчи еще один кусок пазла. Со ссылкой на источники сообщается, что после Исламабада иранский министр может двинуться в Маскат и Москву, две столицы, которые уже не первый год выступают площадками для закрытых переговоров вокруг Ирана. Оман, как тихий посредник, Москва, как сила, заинтересованная в том, как будет выглядеть новая архитектура безопасности вокруг Ирана и Персидского залива. Это не официально подтвержденный маршрут, а скорее сигнал на будущее. Если Исламабад не сработает, ключевые игроки все равно останутся в игре, только уже на других площадках. Пока Трамп публично обещает очень честную и разумную сделку и одновременно угрожает стереть с лица земли каждую электростанцию и каждый мост в Иране, создается ощущение, что переговоры в Пакистане не классическая дипломатия, а игра на краю обрыва. С одной стороны, Белый дом, который демонстративно посылает в регион своих самых лояльных переговорщиков и держит в резерве вице-президента. С другой, Тегеран, который через свои медиа дает понять, на навязанные условия он не пойдет и готов в любой момент сорвать вторую встречу. Между ними Пакистан, пытающийся сыграть роль посредника и одновременно удержаться от того, чтобы публично брать на себя ответственность за дату и формат встречи. Местные официальные лица уже дают понять, что никакой окончательной договоренности о трехстороннем саммите на 27 апреля нет. Сейчас мы видим лишь верхушку, конечно же, айсберга, объявленные вылеты, утечки про потенциальную дату и резкие опровержения из Тегерана, но критический момент наступит тогда, когда самолеты с американскими переговорщиками приземлятся в Исламабаде. А иранская делегация либо все-таки появится, либо до последнего будет тянуть паузу, вынуждая Вашингтон выбирать между дальнейшей эскалацией и уступками
именно за закрытыми дверями в пакистанской столице решится, останется ли эта история очередным сливом и информационным маневром, или превратится в реальную попытку переписать правила игры на Ближнем Востоке. Такая ситуация к этому часу.